Мои витания. Приветствую всех любителей радио. Видео «Звезда против Эксельсиора» набрало просмотры. Всем спасибо, кто посмотрел, спасибо, кто оценил. В своих комментариях вы просили показать более детально разницу между этими двумя приемниками. Почему нет? Давайте смотреть, давайте разбираться. Но прежде чем разобрать, я предлагаю вам посмотреть на одну из новодельных задних стеночек, на которой есть надпись: при извлечении шасси из футляра снять лампочки под цвета шкалы. И на другую, которая идентичная, только на ней написано: при извлечении шасси из футляра перевести стрелку в горизонтальное положение. Речь в данном случае идет о втором поколении звезды. На этом остановлюсь отдельно. Есть у меня еще такая стеночка. Стеночка с подвохом. Потому что здесь никаких надписей нету. К чему эти надписи? Давайте разбираться. Покажу наглядно. Итак, разберемся с лампочками под цвета. Вот они. Стояли в таких креплениях. Стояли в звезде первого поколения. С вертикальным шасси. Так называемый. Шасси копия, полная копия, по сути, Эксельсиора. Вот на ней крепилась такая панель. Панель эту снять можно было лишь только тогда, когда шасси выйдет полностью из самого футляра, как написано. То бишь из корпуса. Сейчас я панель сниму, покажу, в чем подвох. Вот так эта вся конструкция выглядела бы. Вот печально известная лицевая панель после удешевления. Вот так они вставлялись. Есть у меня такая шкала тренировочная, без цвета, заготовочка такая. Вот. И по сути хорошо видно, как они там стоят. Для удобства замены лампочек это сделано, конечно, неплохо. Относительно, но тем не менее не надо было разбирать приемник, лампочку можно было поменять безболезненно. Но почему при съеме шасси нужно было их снимать? Потому что когда выходит шасси за шкалой, тут, наверное, шкала все-таки пригодится, за шкалой, тут краска, не было видно, что эти лампочки упираются в лицевую панель. И если немножечко добавить силы, то зачастую ломались даже не так сами держатели лампочек, как держатели вот эти, всей этой конструкции. Есть у меня такая, тут еще литая заготовочка. Не помню, где взял, есть. Вот тут тонкий пластик, зачастую оно ломалось, и уже назад там ничего не поставить. Потому, прежде чем приступить к основному какому-то ремонту, можно было добавить себе проблем. Такой себе конструкционный ход, конечно, ну, как есть. Даже символ звезды, сама звездочка, к сожалению, тоже подверглась удешевлению. Вот как бы красивая полупрозрачная. Тут уже не очень красивая, непрозрачная звездочка. Нет, она светится, конечно, но это не одно и то же. Что же со стрелкой? Что надо ложить? Какую стрелку? Стрелку нужно было ложить в звезде второго поколения. Там в инструкции был показано, как надо самостоятельно сделать вот такой вот девайс. Кратко указано, как положить стрелку и поцарапать шкалу. Нет, ну про шкалу там ничего не было сказано. Но делая такую операцию, все шансы у вас есть. Стрелочка переводится в крайнее положение. Итак, вот оно. Шасси, стрелочка положена. Тут немного
2 винтика всего выкручивать надо. Немного. Прежде снять разъем динамиков. В первом поколении этого разъема нету. Вытащить зеленый глаз. Зачем все эти манипуляции со стрелкой? Потому что фанерка стоит таким образом, что если стрелка будет поднята, она туда не пройдет. Вот так. Единственное, что во втором варианте лампочки стоят несколько иначе. Подсветка шкалы в звезде второго поколения реализована несколько иначе. Доступ к ней удобный. В этом плане звезда и первого, и второго поколения выгодно отличается от Excelsior. Еще один из вариантов удешевления – это переключатель. Во втором поколении он уже силюминовый. Знаю людей, которые жаловались, что при транспортировке, если приемник бросят, он лопает. В шасси первого поколения такого не было. Оно сделано так, как сделано в Excelsior. Эх. Вот оно. И корпус тут, из гнутого металла. Тут как бы таких проблем нету. Его можно согнуть, выровнять. Этот уже литой. Тут есть нюансы. Еще одним проблемным местом, по моему мнению, является регулятор громкости. Он стоит в непосредственной близости с колесиком КПЕ. Это настройки. И его близость — это не проблема. Проблема в том, что сзади он не только регулирует громкость, но и отвечает за включение. Есть 2 контакта, на которые приходит 220. И замкнуть здесь вообще не проблема. Вот он отвечает по сути за включение. Он в 2 раза больше, чем у Excelsior. Но это проблемное место. Еще это шасси второго поколения, но оно очень жиденькое. То есть касание, это вообще никто от этого не застрахован. Проблемное место, по моему мнению. В настройке на частоту в звезде используется верньерная нить. И это отличается от того, что стоит в Excelsior. Еще одним важным отличием является то, что в звезде стоит на одну лампу больше. И на первый взгляд, казалось бы, это лучше, но если мы посмотрим на схему, все окажется совсем не так. Еще стоит обратить внимание, что на тот момент это были малогабаритные, в народе пальчиковые лампы. Это были современные лампы на момент выпуска звезды Excelsior, но среди них затесалась одна лампа смесителя старого образца в металле. Об этом остановлюсь отдельно на схеме. Пока собирал звезду, хотел бы еще обратить внимание на один момент. В задней стенке звезды придумали такой зажим. Очень классный, по моему мнению, сам по себе зажим, но очень плохо реализован. Потому что держать стенку он не очень хорошо держит. Удобен в плане быстросъема. Если вы рассчитываете на каждодневный ремонт, может быть, это и удобно. Но момент в том, что она тарабанит и не очень жестко держится. Она не фиксируется. Все-таки в этом плане конструкция интересная, но не доведенная до ума. Вот звезда, которую вы видели в предыдущих выпусках. Это звезда тоже второго поколения.
но сборка ее несколько отличается от того, что мы видели в зеленой звезде. Здесь на трансформаторе силовом уже стоят хомуты, которые с другой стороны завальцованные. И если нужно снять, перемотать трансформатор, все, это одноразовая история. В домашних условиях вы ее не завальцуете нормально, не соберете, не разберете. Он будет гудеть. Я так понимаю, это сделано для ускорения процесса, что ли, сборки. Сложно сказать. Вторая история с выходным трансформатором. То есть это не потому, что его плохо закрепили на производстве. Это потому, что там сделали минимально всего 2 крепления, которые тоже не прикручено, а загнуто и завальцовано, и все. И вот так вот эта история сделана. На задней стеночке красной звезды есть оригинальная надпись, там где нужно перевести стрелку в горизонтальное положение. Итак, разбираем Excelsior. Знаю, был комментарий там, что не камильфо прикручено такими саморезиками, но есть один интересный нюанс. В Excelsior все резьбы дюймовые, потому найти туда нужный винт не так просто. Ну, в принципе, можно перерезать резьбы. Ну, честно говоря, руки не нашли. Как видим, тут ничего снимать не надо. Никаких лампочек, никаких стрелочек. Тут как-то все проще. Картинка та, которая у звезды на задней, на обороте. Тут на внутренней стеночке. Вы видели в видео, что я ее переносил в вектор и печатал точно так же на новой. Вот, благо, был у меня образец. При вскрытии мы видим лампы, которые все уже на тот момент современные, пальчиковые, и которых на одну меньше. Раз, два, три, четыре, 5 ламп всего с выпрямителем. Ну и 6-я индикаторная лампа. Шасси вынимается так, как и у звезды первого варианта. Откручивается 4 винта, точнее 4 гайки. Шасси изъято из футляра. Тут мы видим крепление лампочек. Это как бы не новое, всем известное крепление. И поменять лампочки здесь можно только выняв шасси. В этом плане звезда первого поколения, конечно, удобней. Этот Excelsior я делал, когда еще не было столько у меня опыта. Здесь простенько установлена планочка. Стоит отдельно на планку трансформатор. Сейчас я так не делаю. Кому интересно там, как это все сейчас собирается, пишите. Да и не об этом сейчас. Значит, самое главное, что здесь впечатляет, это трос. Вместо верньера здесь стоит трос. Это реально, конечно, впечатляет. Все это выглядит надежненько. Очень приятно. И регулятор громкости, о котором я уже говорил, и который мы можем сравнить с регулятором громкости звезда, он стоит с другой стороны от колеса, он в 2 раза меньше. Там точно так же стоит выключатель, который идет на трансформатор. Здесь все это реализовано, конечно, куда лучше, по моему мнению, нежели в звезде. На внутренней стороне Excelsior на лицевой панели осталась надпись 12 марта 1952 года. Есть момент, где я нашел, что и Excelsior тоже удешевляли. То есть у нас независимый обзор. Справедливости ради нужно сказать, что момента 2, и оба они здесь. Конкретно в этом Excelsior
были такого серого цвета ручки, но если мне не изменяет память, они были алюминиевые. То есть они не были латунные. Это, конечно же, удешевление. И есть, так как у Звезды, так и у Excelsior есть тембр-регулятор на 3 положения. Первых 2 положения в Excelsior закорочены. По факту в Excelsior 2 положения тембр-регуляции. Для того, чтобы узнать, почему в Звезде стояла одна лампа старого образца, нужно посмотреть на 2 типа схем преобразователя частоты. Одна из них — это схема преобразователя на комбинированной лампе. По сути, это 2 лампы в одном корпусе. Такая схема использовалась в Excelsior и считалась на тот момент более прогрессивной. Другая же схема на преобразователе на лампе Гиптод, в которой в качестве анода одной из ламп использовалась сетка. На момент выпуска приемников эта схема считалась уже устаревшей. Такую схему пришлось применить в радиоприемнике Звезда, потому что у Советов на тот момент не было аналога комбинированной лампы, та, которая стояла в радиоприемнике Excelsior. Спустя время у них появилась лампа, которую вы видите на рисунке. Это лампа 6i1P, и она использовалась очень долго в подавляющем большинстве радиоприемников СССР. Вторым отличием схем является наличие дополнительной лампы в радиоприемнике Звезда. Ну, ответ по сути тоже. В радиоприемнике Excelsior использовалась уже комбинированная лампа, 2 лампы в одном корпусе. И снова-таки у Советов не было аналога такой лампы, потому в схеме Звезды стоят 2 отдельных лампы. Ну, надеюсь, я смог закрыть все вопросы по поводу разницы между этими 2 приемниками. Был еще вопрос по тому, где взять шкалу. Значит, в Украине ее можно купить на OLX. Также оставлю ссылочку продавца на eBay. В принципе, он отправляет, насколько я знаю, по всему миру. Еще хочу сказать 2 слова о том, что реставрация — это мое хобби. Я занимаюсь этим непрофессионально, исключительно для себя. Как видите, в моих работах очень много есть и слесарки, и покраски. У меня, как правило, нету каких-то простых проектов. Много я макетов делаю сам, много чертежей. Вот сейчас еще занимаюсь 3D-моделированием. Потому сделать все эти операции на 100% это невозможно. Это все тем людям, которые пишут, что у меня то что-то не так. Верю, что вы можете сделать это лучше. Без претензий на первое место. Это хобби. Надо понимать, что это все на уровне хобби. Это раз. Второй момент, который меня очень сильно ограничивает, это основное мое заболевание, которое ограничивает мое передвижение, которое разрушает меня изнутри и мозг в том числе. Потому каких-то выдающихся результатов я уже от себя не жду. Но тот уровень, на котором есть, меня устраивает. Кто хочет меня там зацепить, ради бога, пишите. Все принимается. Любые ваши комментарии, любая критика, все принимаете, пишите, не сдерживайте себя. Есть еще комментарии по поводу установки FM-планки в радиоприемнике, что все должно оставаться в оригинале. Реставрация — это не однополярная какая-то струя. То есть я вам приведу пример реставрации автомобилей. Там есть несколько типов. Есть полные, люди переделывают, есть полный оригинал. Это, как правило, музейный экспонат, он не ездит, не выезжает. И есть люди, которые делают для себя каждодневно, то есть внешне и по салону автомобиль полностью оригинален или сделан под оригинал, а мотор люди переставляют, дабы он уже был современный, чтобы не заниматься настройкой карбюраторов, клапанов, еще чего-то. То есть для меня, в принципе, приемники точно так же. Могу вам для примера показать телевизор КВН. В данном случае это реплика.
это нечестный телевизор. То есть, но свои приемники я не продаю, я выставляю их в витрину к себе. И из всех приемников телевизор самый топовый экспонат. Потому что, мне кажется, сейчас очень мало людей, которые помнят и знают, что такой телевизор был. И еще меньше людей, которые понимают, как он должен оригинальным быть и как он должен показывать. Потому с ним фотографируются, его гуглят. И мне нравится давать вторую жизнь вещи, которая уже бы давно была на помойке. Так она приносит удовольствие мне, людям, которые видят его в витрине. Не вижу в этом ничего плохого, потому, ну, не оригинальный он, ну так. Видео в очередной раз получилось растянутым. Ну, надеюсь, мы уже полностью раскрыли тему, чем же отличаются эти приемники. Пишите свои комментарии, посмотрим, как удержится ли этот формат, или мы будем дальше снимать просто красивое видео реставрации. Спасибо тем, кто писал комментарии свои к предыдущему видео. По сути, вы соавторы этого видео. І також хочу поблагодарити людей, без которых этого відео би не було і вовсе. Це хлопці, які боронять нашу державу від ворога. Хлопці, дякую за хоробрість. Хай Бог береже. Всім міра, добра, до встречи.